Цель сеанса. Хочу освободить мою душу и мой разум от управления и контроля каких-либо сущностей, эгрегоров, негативных программ, от привязок и котлеток, расторгнуть все контракты и соглашения, найти те моменты, где я прогнулась, поступилась интересами моей души ради выгоды, где я соблазнилась, найти и изменить мое решение на то, которое хочет моя душа, чтобы быть в гармонии с собой и чистой вселенной. Аспект. Хочу найти и изменить ту ситуацию, когда я впервые прогнулась и соблазнилась на еду. Почему желание быть сытой имеет большую важность для меня? Постоянно ем. В животе всегда должна быть какая-то еда, чтобы тогда мне комфортно. Жадность к еде. Был такой сон. За отработанную рабочую смену мне дают 3 куска сала. Я его беру и довольно иду домой, оставляя на работе свою сумочку. Думаю, да, потом заберу. Почему еда, которую мне дают, важнее моей сумочки? Почему во сне я часто работаю и меня кормят? Еще был сон, когда мужчина кормил меня из его ладони. Хочу найти зацепку, изменить ситуацию так, как хочет моя душа. В детстве плохо жила с отцом. Он всех держал в страхе и пил. Бил мать и меня. Но он ездил в Москву. В нашем городе было плохо с продуктами. Вот, он там покупал продукты к Новому году и привозил конфеты. Часто покупал вкусняшки. Я была очень рада в такие моменты. Это было как бальзам на мою детскую душу. И тогда, в те моменты, я любила своего отца. Когда вышла замуж, то муж тоже пил, а за свои провинности покупал что-то вкусное или давал мне деньги на одежду. Я была радостная и закрывала глаза на эти проблемы в семье. Возможно, в этом есть какая-то зацепка. Как звали отца? Леонид, Мгм, а мужа Александр. мгм. Отменяю соблазняться едой и закрывать глаза на реальность. Второе. Ситуация из детства. Я подросток. Дома с отцом произошел очередной конфликт. Мне было очень плохо. Еду в автобусе, сижу вся разбитая, плохо осознаю реальность. Рядом стоят парни и что-то на меня кидают. Я сижу как в трансе, и мне все равно, что происходит вокруг. Думаю, ну, какие-то бумажки кидают. Решила, что выйду из автобуса, уберу их себя. А они стоят и хохочут. Вышла из автобуса, смотрю, а я вся в очистках от семечек. Было очень обидно. Отменяю эту ситуацию, очищаюсь, отдаю карму обидчика. Еще в детстве, третье, приехали жить из поселка в город. Перешла в городскую школу. В классе меня плохо приняли. Ситуация. Стою у дверей в класс, а напротив сидят одноклассники. Девочки меня обсуждают и смеются надо мной. Говорят, что у меня ноги кривые. Мне очень одиноко. Хочется сжаться и не ходить больше в школу. Хочу изменить эту ситуацию на ту, которую хочет моя душа. Ситуация из детства. Ссора родителей. Отец угрожает матери физически. Я реву и говорю: папа, не бей маму. Чувствую душевную боль, страх, незащищенность. Понимаю, что мужчина сильнее и может все что угодно сделать женщине. Хочу изменить эту ситуацию и, возможно, родиться у других родителей в любви и радости. Пятое. Хочу найти и убрать причину, по которой я цепляюсь за мужчин. Зачем я притягиваю мужчин, понимая, что они мне не подходят? Особенно это проявлялось, когда я раньше ходила на дискотеки и свадьбы. Знакомилась с парнем, чтобы не уходить с вечеринки одной. Мне нужно было почему-то обязательно с кем-то познакомиться. И даже сейчас я иногда кокетничаю и хочу понравиться. Потом сама и влюбляюсь. Хочу найти зацепку и исправить в себе этот изъян. Шестое. Когда я впервые почувствовала себя бедной и обездоленной. На что согласилась? Случай из жизни. Отец вкладывал деньги в страховку. Крупную сумму я должна была получить, когда мне исполнится 18 лет. Всем подругам, всем девочкам родители отдали эти деньги, и они что-то себе купили, а отец просто их снял и потратил. Мне было очень обидно. Также дед продал свой дом, где я родилась и жила, нашим родственникам, а нам ничего не осталось. Тетка отдала свою квартиру другим племянникам, хотя я ей была как внучка. То есть все как-то мимо меня проходило. Отменяю эту ситуацию, когда я впервые почувствовала себя обездоленной и бедной. И все остальные подобные ситуации.
Отказываюсь жить в кредитах, возвращаю свой денежный и творческий потенциал, богатство, достаток, процветание. Почему-то при слове процветание у меня обратно идет, как будто бы это не там радость какая-то, да, а наоборот, что все процвело, все увяло. Тоже у меня какой-то вот перекос, который я хотела бы понять, ну, если возможно, у меня так происходит. Отказываюсь выходить замуж за Александра. Проявила всю первую ночь у него дома. Ну и вся жизнь была тяжелой. Выбираю причину, исправляю в себе тот дефект, на который он, Александр, притянулся. Очищаюсь от всех мужчин, от их энергии в моей жизни, в моем пространстве. Выбираю такого мужчину, с которым мне комфортно, родственную душу, возвращая гармонию, любовь, семейное счастье, верность. 8. Отказываюсь от медитаций, в которых я путешествовала в храм фиолетового пламени в Телесе. Тут я слышала, что еще было такое вот у женщины, я про себя вспомнила. И также от других медитаций, которые были у меня, а также от магии и эзотерики. Я еще отменяю ситуацию, отменяю прошивку мозга разными частотами. У меня бывает, что я ночью сплю, у меня гудение в голове. Потом я вспомнила, что я включала какие-то белый шум, какие-то еще там шумы, частоты, типа не полезны так для мозга. Вот, и, скорее всего, вот это и был этот шум. Поэтому я отменяю эту прошивку мозга разными частотами. И все последствия этого. Здоровье. Постоянно мерзну, болит голова, да, туман в голове аж покачивает. Область лопаток, спина. Зрение стало хуже, живот болит, особенно ночью. Низ поясницы, область таза, ноги. Хочу убрать горло болит. Хочу убрать причины болей, импланты, подушки. Выхожу, такой сон был, выхожу как из капсулы. Ощущение, что делали операцию на живот. Очень себя плохо чувствую. У меня в жизни была операция на животе, а в детстве носили к бабке, когда я только родилась, заговаривать почную грыжу. Если есть последствия, то хочу что-то убрать. Еще часто снится, что я в больнице. Последний сон был дня 3 назад, что я с дочкой в больнице в одной палате. Она говорит: мам, давай выписываться. Я говорю: я говорю, голова болит. Вот почему я все еще в больнице нахожусь. Хочу выйти из этой больницы. Отказываюсь от всех медицинских манипуляций, которые приносили мне вред. Ночью в голове что-то щелкает. Мужик какой-то во сне шептал на ухо. Я его скинула с головы, как будто что черное скинула. Хочу понять, что это за мужчина, кто мне в ухо дышит. Тоже на что притянулся, и где я его там подцепила. Убираю эту ситуацию этим мужчин. Вот 10. Женщина на меня наводила порчу. Думала, что я уведу ее мужа. Во сне я была в склепе, на возвышении, в гробу. Не могла двигаться и говорить. Потом еле оттуда вышла. Обращалась в этой ситуации к невидящей за помощью. Она мне давала читать молитвы и завязывала красную ленту на талию, как оберег. Отменяю знакомство с этим мужчиной, Сергеем. И все последующие за этим знакомством события. Очищаюсь, освобождаюсь. Вот то, что я не писала, но я вспомнила, когда дышала. Вот мне пришло в голову. Отменяю события, когда у меня случился выкидыш. Уже на позднем сроке, где-то было 4-5 месяцев. Причем мне был выкидыш, мне этого показали ребенка. Говорят, это же не ребенок, это же просто плод. Я еще потом подумала, куда они вообще его дели. Мне было очень плохо. Я после этого лежала, меня отвезли в коридор, лежала на железной каталке в одной сорочке, вся замерзла, рыдала. Вот. И после этого события у меня начались головные боли. Я вообще хочу отменить эту ситуацию, эту беременность. Запрещаю считывать мое эфирное ДНК с целью навредить мне, закрываю доступ ко мне, отказываюсь от подачи Кантемира, отказываюсь страдать в чьей-то игре, выхожу из игры, из морока, заканчиваю этот спектакль, убираю все иллюзии, совершаю квантовый скачок, начинаю жить своей жизнью в радости и достатке.
Я посчитаю от 1 до 3, и ты найдешь в эфирном пространстве эфирное тело Ирины. Ирина. 1, 2, 3. Хм. Я увидела такой вихрь. Он считывается как хобот мухи. Он идет вот так, как бы, где по ментальной карте это соответствует магии и искусственным программам. И уходит в сектор интерферентов, как хобот мухи, а там внутри, так, глаза, где-то в горле у мухи вижу, сидит Ирина и вот что-то делает. Что она делает? Что-то как раскладывает, пасьянс, слышу, карты какие-то. Гадание, вот это как ромашечки, но это какие-то черные такие штуки, да, это как гадание на суженого. А делала приворот Ира в этом Да, воплощении? говорит, что делала. Ну вот на кровь. Нет, не на кровь. Вижу, что она вот так берет ну, с этого места женского, вот так вынимает какой-то красный, как это ребеночек. И он такой красно-прозрачный, как вот так вынула, поставила вот в программу принятия решений. Это та ситуация с выкидышем? Сейчас я посмотрю. Да, и я вижу, что там, где принятие решений, я слышу ее решение удавить. Так и звучит. И прорастает вот такой этот хобот в сектор магии. В секторе магии я вижу ее лицо. Мгм. То есть она сама у себя по отношению к себе в секторе магии. И я вижу, что она там топчет что-то. Отсоединись пока что от Да. этого. Считай эфирная ДНК. Это Ирина? Сейчас она проявилась, это как программа, как, скажем, шаблон энергетический программы. Мгм. Мгм. И она проявилась за этой программой. Это все соответствует. И ее энергосфера прозрачная и какая-то водянистая, вот так болтается с правой стороны. А отсюда вот идет такой черный, тоже считывается хобот. И он имеет отношение к этой ситуации. Считывается, предала ребенка. Мгм. Спроси у Ирины разрешения потрудиться с ней и для нее. Вместо ответа она показывает из сердечной чакры такой черный, как колокольчик, вот так вышел. И звучит, как она говорит, мой энерги... Господи, такие слова идут. А, Мой магический, потом мой вампирский потенциал. Рациональная часть Ирины хочет избавиться от всего чужеродного в ее пространстве, от всех программ, подключек, негативных энергий. Передай эту информацию Ирине. Да, я передаю, она поднимается вверх, а вот этот хобот у нее, это импланты такие на голове. Эм, И она говорит, что ее мучают ночами. Дух. Да. Да. Мгм. Спроси еще раз разрешение потрудиться с ней и для нее. Считай эфирная ДНК, Ирина ли это, и спроси разрешение. Так, это она, я ее лицо вижу. Хорошо. У нее рот закрыт.
прямо такой, как молнией. Тянется подключка, вот так, прям за лицо выходит такая полоса черная, и как молния, змейка Мгм. такая, выходит, и в сектор магии Вячеслав говорит: замолчи. Мгм. Это всего лишь программы. И Да, она говорит да. Она вот так прямо как «пфу», такой, да, сказала да. Она говорит: я да, разрешаю. разрешает. Хорошо. Да. Хорошо. Кто там в секторе магии этому Вячеславу приказывай проявиться в соответствии с его физическим или эфирным ДНК? Как он? Выглядит как в эфирном пространстве, как черный, считывается змей, дракон, как крокодил с длиннющим хвостом на задних ногах, Мгм. лицо маска, поворачивается туда-сюда, ну прям как рептильные глаза. Я его Мгм. закрываю, приказываю отвечать, что он делает в Да, пространстве. приказывай отвечать, что он делает в пространстве Ирины. Он матюкается, говорит плохое слово, типа, ну, надоело своими разговорами, но звучит вульгарно очень. Что и он очень злой, и вот этот черный крокодил, эти энергии говорят, что они закрыли ее навеки. Приказывай ему отвечать, какая его цель вмешательства в пространство Ирины. Он показывает на вот эту, оно как бомбочка такая считывается, вот это прозрачное с таким, как, ну, как кровь, распущенный красный цвет. Вот этот ребеночек вот здесь. Он на это показывает. И слышу, что она должна удавиться. То есть эти энергии, вот они усугубляют ту кармическую проблему, которая была у нее. Там ребенок, как будто бы его, ну, как будто бы задушился пуповиной. И эту карму он усугубляет. Так. В какой момент, какое событие произошло на физике, когда Ирина впервые позволила Вячеславу войти в ее личное пространство? Я вижу, это выглядит вот так. В эфирном пространстве такой круг, как будто бы все сидят посередине черный костер. А Ирина, как будто на нее вот так свет падает от этого костра. Прямо слышу эти такие трещит этот костер, и на нее такие блики красные. И она так говорит, говорит, но вижу, что в эфирном плане она как будто бы рукой тянется вот в сектор интерферентов. А, Что-то там тянется. Что она там тянет из сектора интерферентов? Но я слышу, к ребенку тянется. Вот там, где она вот находится, ребенок это раз. Вторая зацепка это какое-то вот это гадание на любовь. Спроси у Ирины, она хочет отменить эти события, гадания и выкидыш? Она говорит, я готова. Она может это сделать сейчас? Или нужно Да, еще может. что-то распутать? Может. Хорошо. Тогда пусть она своим теперешним сознанием зайдет в те моменты и отменит эти два решения. Нет, два Терять не бывает. Один. по одному. Так. Пусть она отменит это решение иметь выкидыша на Так, пятом или сейчас шестом я, месте. да, сейчас я зайду в тот момент и посмотрю, что случилось. Да. Зайди в тот момент и посмотри, что случилось на физике или на эфирном плане, когда у Ирины случился выкидыш. Она говорит, я решила его удавить. Она И хочет вижу, отменить это? да, это ее решение было.
И Мгм. вижу у нее вот этот черный сапог образный на ноге на правой, который это подтверждает, что это было ее решение, и поэтому у нее карма из-за этого. Мгм. И я вижу, как она вот посмотрела в себя, и вижу, как она эту пуповину распутывает. Хорошо. А, Я ей передаю, что ее рациональная часть хочет родить этого ребенка, подарить ему жизнь и возможность перейти в самые высокие пространства, где отдыхают души. Вижу, как этот ребеночек вот так с этой ситуации, эта душа вот так показал этим интерферентом Язык. язык, так, и образовался такой шар с такими лучами. Это Ирина какая-то родственная душа. И он поднялся вверх. И я вижу, как Ирина вытаскивает вот так изнутри эту красно-розовую пуповину. А я ей передаю, чтобы она все эти энергии негативные уничтожила, это же ее пространство, и превратила в любовь, в гармонию и в жизнь. Да, пусть она это сделает. Она это сделала и сразу появилась в той ситуации, где они там сидят, как будто бы возле костра. Она вот так встала и стала такая большая-большая. Они все такие черные сидят. И он так стоит, этот крокодил, в секторе магии. А она берет этот костер, а это не костер, а такой, как колпак острый. И она его так снимает и одевает на этого Вячеслава. А там под этим колпаком что-то находится. Что там находится? Считай. Я вижу, что этот ребенок находится. Вот он как внутриутробно, вверх ну, ножками, ножки сложены, голова внизу. М. Считывается сегмент счастья. И я смотрю, и она берет этого ребеночка и смотрит по этим вот энергетическим ментальным ниточкам. И вот смотрит в секторе принятия решений, и там осталась какая-то голограмма удушья. И я вижу, Пусть как он... она кашляет. Мгм. Это снова этот Вячеслав, и он кричит: замолчи, замолчи. Так, приказывай ему замолчать, Мгм. и пусть Ирина, если хочет, своим теперешним сознанием сотрет со всех голограмм, со всех информационных полей вообще память об этом событии выкидыша, Она чтобы это стирает, и я вижу, как этот замок с ее рта прямо к нему. Вячеславу. И возвращается. Я ему приказываю забирать его магию, потому что он вторгся в пространство Ирины. Да, приказывая этому Вячеславу забирать всю его магию, все его воздействия на Ирину. Пусть она призывает на него карму за это вмешательство в ее пространство. И пусть он возвращает все то, что принадлежит по праву Ирине. Я вижу, что когда он вот так утягивает эти энергии, то с этого хобота этот хобот перенаправился и уже к нему пошел, и оттуда выходят вот эти энергии, что Ирина как бы раскладывает какой-то пасьянс. Я слышу эгрегор колдовства. Ирина поднимается вверх, и я вижу, у нее появляются крылья и какие-то очки на глазах. Седьмая чакра вот так сверху, просто как будто там штырь такой черный, вот к нему, как хобот. А на ногах как будто сапожки, вот какие-то странные, вот так выглядят, как турецкие такие, Виктория? да. Я тебя Так. слышу. Ага, есть. Пропадала на 3 секундочки. Мгм. Так, Я странные сапожки, которые выглядят как... как черные без каблучка, как будто бы нет пяточки. И вот так они как-то как раз и уходят.
какие-то, считываются магические преднамерения. И я вижу в секторе магии сидит какая-то Наталья, э, гадалка какая-то. Когда впервые эти сапожки появились в пространстве Ирины, что происходило на физическом плане? Какое Так, событие? не вижу никакого события. Оно уходит. Это как считывается как навязанная программа этим колдуном. Я Мгм, слышу чужая реальность. мгм. А приказывая этой Наталье в секторе магии отвечать, что она делает в пространстве Ирины. Она говорит, я не ее судьба. Сейчас я тебе объясню, что происходит. Вот этот Вячеслав, когда вторгся в пространство Ирины, они Мгм, там занимались какой-то магией все вместе. Коллективный эгрегор, мгм, коллективное сознание. И там пошел переброс кармы через эту ритуальность и через общие медитации. мгм, И пошел переброс кармы и навязывание чужой судьбы. А эта женщина не имеет отношения к Ирине. мгм. Поняла. Давай найдем то событие, где Ирина гадает на картах. Это она, возможно, и не гадает. Нужно отменить ту ситуацию, когда она вот ходила на эту, на эту практику. С Вячеславом. Да, пусть Ирина найдет то самое первое решение, начать ходить в эту школу или на эти практики, как оно называется, к Вячеславу, и отменит его. Я вижу, что у нее изо рта она как будто бы изрыгнула вот этого крокодила с этими лапками, как какая-то просто у нее изо рта это вышло, и она снимает из головы такую, как резиновая шапочка, что ли. Вот снимает это из головы, Мгм. и волосы так начали развиваться, а где пятая чакра, вот по шее, как полоса, как будто бы отрезанная голова. И я вижу, как из сектора магии ее как бьет кто-то ночью, она спит. Это страх быть униженной. Я вижу, что там ситуации негативные с детства, и вот это, что ее оплевывал. Эти мальчики оплевывали в автобусе. Она хочет своим теперешним сознанием зайти в тот момент, когда ее в автобусе отплевывали мальчики, и отменить это решение. Я слышу, что там идет вот так вот убеждение, что сила в мышцах. Я ей передаю информацию, что сила в разуме, и сразу вот этот страх в виде этого мужчины, Мгм. это она родила своим сознанием этого монстра, этого своего же врага, и дает ему, как бы придает значение. Я ей передаю, что Ирина твердо решила убрать из ее подсознания, с ее пространства весь страх, все чувство вины. Она светлая, чистая душа, и никто не имеет права ее в чем-то упрекать. А она не верит в себя и снимает эти сапожки и говорит, а как же сапожки? И вот так их передает в сектор магии. Я ей передаю, что она сейчас может просто это все отсечь и подниматься, просто совершить скачок в самые высокие пространства. Никто не имеет права ее удерживать. Да, пусть она это сделает, если хочет. Да, и я вижу, как в том хоботе у этой мухи, она там засобиралась, она как сидела и встала, на чем то черном сидела. И я вижу, что когда она встала, то как будто на этом кресле, на чем она сидела, это тоже лицо этого Владислава. Это Вячеслав, маска.
Вячеслава, да. Вот это же маска. Мгм. А Так, что это что за это? маска? Как она считывается? Она считывается прелюбодеяние, и она постоянно вот так выглядит, как ледяная белый овал, и Мгм. такие, как губы, которые движутся то вверх, то вниз. То есть то улыбка, то грусть. А Как, считывается как лицедей, прелюбодеяние. Да, это духовный блуд. Мгм. Это у Вячеслава такая маска, да? Да, но она на ней почему-то сидела. Мгм. А почему Ирина на ней сидела? Спроси у нее. Я вижу, что когда она там сидела, в этом эгрегоре магическом, эзотерическом, то это было как будто ее платформа, а сквозь ее энергетический столб вот это все проходило вот так. И эм, я сейчас считаю, что это такая система утечки энергии в эгрегориальный сосуд. Так, а эта платформа, эта маска, это платформа Мгм. лицедей, я слышу. И я вижу, что эта маска вот так уходит. Сейчас я иду вслед за ней. Ам, Кому она принадлежит, эта маска? Это Она Ирина? говорит мне, да, она Мгм. говорит мне. И я вижу, что там есть как какой-то контракт, и тоже связано с сектор магии. Отец. Мгм. Что это была за ситуация? Я Когда, даже не могу когда понять. впервые эта маска Да, у нее да, я появилась? смотрю, она как наблюдатель. Она смотрит, а папа сидит с мамой говорит, и я слышу, он лжет. Мгм. Что чувствует Ирина в тот момент? Она вдруг смотрит на свои ноги, и у нее появляются вот эти черные сапожки. Я слышу, что она жертва обмана. Какое решение она приняла в тот момент? Почему эти сапожки появились? Она говорит, мускулы сила. Мгм. Она это видит сейчас, ну, своим теперешним сознанием? Да, она видит, и вот я вижу, как она обнаруживает в себе вот эти импланты на глазах. Мгм. И она их снимает, а такие прозрачные, как ресницы, как ледяные такие волны идут. Сейчас я посмотрю, куда она смотрит. Они привязаны буквально к сектору интерферента. И там появляется такое огромное черное зеркало. И это черное зеркало бросает такие лучи на сектор эм, будущего, на сектор первотворца, но они как-то тухнут. Они Что, никуда не доходят. Они черные, вот так как бы с одной стороны стремятся туда, но с другой сразу так утягивается энергия обратно. что это за зеркало? Как оно считывается? Я вижу, что какая-то ситуация, она прихорашивается, но смотрит в черное зеркало. Почему оно черное? Это какая-то Я, функция его особенная? Или я слышу, что это эгрегор любви. м, О, еще такого не встречала. Эгрегор любви. мгм. И это связано с гаданиями, с какими-то приворотом, вот с этим связано. И я вижу, когда я говорю, оно считывается эгрегор любви, и вот так как будто вот это понятие любовь, оно прилипло к потолку вверх ногами. Мгм. То есть это То есть перевернутое понимание любви. мгм. Оно так и считывается, эгрегор любви.
Мгм. Эгрегор любви, непонимание считывается как непонимание всего происходящего. Мгм. Я слышу эзотерический взгляд, глаз, буквально глаз. Мгм. На что оно Манера притянулось? поведения. Так, на Мгм. что притянулась? На обманутую девочку. Я вижу, как в секторе магии стоит эта маленькая девочка, как будто бы у нее во рту что-то, какая-то потрепанная игрушка, Мгм. а во рту у нее ириска, конфетка Мгм. такая. Мгм. И я слышу продать душу за благословение. Видит Ирина это в своем пространстве? Да, она видит, и я вижу, как она вот эту штуку из сердечной чакры, оно такое считывается как какой-то фонограф, Как колокольчик большой, да? как большой колокольчик. Она его вытаскивает с таким, а, сердцевина такая, с такой. И когда она это делает, то она поднимается по туннелю вверх. И она вышла с этого носика, с этого хобота, этого насекомого, поднялась вверх, и там, где ее седьмая чакра, там все засияло. И она смотрит. Я говорю ей, что бы она сейчас поговорила с своей этой маленькой девочкой, и я говорю, что на самом деле она пусть посмотрит на свет Первотворца, на своего первоисточника, когда она родилась, сотворилась впервые. Вот эти, она помнит эти истинные благословения. Как красиво тут и спокойно. Чтобы она посмотрела, что она– это одно сияние, чистота и свет. А вот это все, это грязь, это просто то, что налипло, и которое можно просто смыть. Пусть она выталкивает все эти чужеродные энергии, программы, подключки, чипы, импланты. И вот эта маленькая девочка буквально просится на ручки, и она ее берет, обнимает и переносит в сектор Первотворца. И вдруг произошел квантовый такой скачок, как взрыв, так пух! И она очутилась в секторе будущего, в секторе Первотворца. Ты меня слышишь? Да-да-да-да-да-да-да. Пусть, Ирина выталкивает все чужеродное и, наполняется своей энергией, света, гармонии, жизни, Так, здоровья. да, получился, смотри, что получилось. Вот где-то отсюда, где сектор навязанных программ, такой хобот серый, уже не такой плотный черный, и образовался как мешок, огромный шар, тянется как в сектор интерферентов. Мгм. Там, что это такое? Что там в секторе интерферентов? Сейчас я посмотрю. Оно как-то мое внимание сразу вот в эту точку. Это то, что удерживает ее. Я слышу непонимание, согласие. Что это такое сейчас? Вижу такой кулак. Бум, по столу отец стукнул. Мгм. Александр. То есть Да. отец и Александр как в одном лице. Мгм. Муж и отец. Мгм. Да, потому что девочка выбирает такого же мужа, как она привыкла к каким отношениям с отцом. Я ей передаю, что она взрослая, что она под защитой Первотворца, что она сама себя обеспечивает, что она сама себе может дать все, и любовь, и заботу, и гармонию. Пусть она отсоединяется и приказывает этим всем негативным энергиям превратиться в свет. Пусть превращает все в свет, все чужеродное на полную аннигиляцию, пусть светом сожжет все. Пусть она сделает это. Да. Она это делает, и выжигается вот эта черная энергия. Я ей передаю, чтобы она наполняла светом, любовью к себе,
к гармоничному миру, к Вселенной. Пусть наполняется энергиями достатка, гармонии, любви, божественной чистоты. И я вижу, как она, как ангел поднялась и вот так тянет, как веревку из сектора будущего, тащит, тащит и вытащила это черное зеркало. Мгм. И снимает такие черные рукавицы. Я ей передаю, что ее рациональная часть давно отказалась выполнять любые магические действия, отказалась от всех магических ритуалов, и никто не имеет права сейчас никакие программы, энергии ее в чем-то упрекать. Пусть она сожжет все эти, стирает. И прекрасно подсознание работает. А у нее нет, я ей передаю, чтобы она сейчас нашла тот момент, по которому она не верит в свои способности, в свою силу. Да, пусть она это сделает. И я вижу, она поискала, и такая черная ниточка к правому бедру притянулась, к правому бедру, и она вдруг повернулась задом. И от правого бедра вот эта вся ягодица черная, почернела нога, но она спиной ко мне стоит. И Мгм. одно крыло левое, белое, оно потянулось в сектор интерферентов, а правое, черное, оно поднято. Мгм. И там как заноза какая-то. Я смотрю, а там я вижу просто черная, как будто бы такая палка, которая вот удерживает это крыло в неестественном положении. А считывается как какое-то счастье, удача, какой-то ритуал на счастье, на удачу. Э, Давай найдем тот момент, когда впервые эта палка появилась в пространстве Ирины. Что это было за событие? Я вижу в эфирном пространстве, это выглядит какие-то шары, прозрачные шары, как будто бы вот так гоняют по кругу. А что она делала? Символ цельнозора. Мгм. Она вот так отсюда берет, оно как колесо какое-то странное, я так еще не видела. И в сектор, в сектор магии от этого колеса Мгм. подключка. Кто там в секторе магии? Приказывай ему проявиться. Какой-то бородач. Приказывай О, ему назвать свое истинное имя. он посмотрел на меня, как будто бы вот так посмотрел на меня. Илья. И Мгм. Мона там же, а Мона сидит. Мгм. Приказывай Илье отвечать, что он делает в пространстве Ирины. Он говорит, я ее заколдовываю. Мгм. Какая его цель? Говорит, угнетение праведных. Тени праведных. Ясно. Почему Ирина согласилась? Я вижу почему. И я вижу, как Илья, вот как Ирина вот это сидела как будто бы возле этого костра, там какие-то магические символы, знаки, и я вижу, как он берет какие-то, как пирамидки, вот так расставляет по какому-то периметру, слышу, по периметру достижения целей. Илья? Да. И Мгм. я вижу, как карта такая. Мгм. Увеличение, я слышу прогноз, увеличение эпохи дьявола. Мгм. Понятно. Отсоединись от Ильи Да. и приказывай Моне отвечать, что она делает в пространстве Ирины.
говорит, дублирую, проецирую, Что именно? и я вижу, появляются такие ее вот эти молочно-белые глаза, и она и откуда-то, оно, фу, такое противное в ее глазах, и оно вот так сквозь нее, через ноги тянется откуда-то, молоко матки. Какая ее цель? Для чего она делает это воздействие на Ирину? Молоко вот этой мухи. Каким образом она имеет отношение к молоку этой мухи? Как бы А она говорит, что она есть. Говорит, я есть. И вижу этот образ, она превратилась как такой шар с такими крылышками. Мона? Да. Мгм. И она буквально начинает, а оно считывается, знаешь, как какой-то, ну, Как? слово идет навоз, но оно Мгм. белое, знаешь, как это в чириях этот гной белый. Мгм. Мгм. Не Ясно. зря Как... ее тошнило, и она рвала, когда только начала работать с Ильей. Мгм. То есть ее подсознание отталкивало эти энергии. Жуткие просто. Какая функция этого молока матки? Для чего она это в Ирину, в пространство Ирины хочет приделать? Но она приделала И тогда, когда... приделала, Да, да. да, да, да. Что это И за, я функция? вижу вот такой вихрь, Мгм. клубок, вихрь. Я слышу матка в колесе. Ну, матка это, муха это для Мгм. воспроизведения энергий. И вижу, как в такой вот в пространстве идет вихрь против часовой стрелки, и от которого вот оно что, смотри, идут такие отростки, наше же пространство постоянно расширяется. Мгм. Э, И оно дублирует вот эти... Маленькая часть– это принцип фрактальности. Каждая Мгм. маленькая часть помещает в себя информацию и всего целого организма. Мгм. И это выглядит как будто бы шарик, от которого идут отростки, потом эти шарики, от этих шариков еще отростки, и такие узоры образуются. Мгм. И она использует вот эти естественные фрактальные механизмы распространения света, Мгм. распространения, я слышу, идеи для того, чтобы распространять, ну и снова слышу эпоху дьявола. Мгм. То есть вот для чего это молоко и Продлить. этот символ. Мгм. Да, да. Ясно. Приказывай им убираться из пространства Ирины, забирать все воздействия на Ирину, всю их магию, ложь, колдовство, обман. Пусть, Пусть Ирина это пусть приказывает. Ирина приказывает, да, это все им убираться и забирать их насилие. И пусть Я вижу, приказывает отдать ей все ее чистые энергии, которые ей принадлежат. И пусть я, призывает силы кармы за их вмешательство в пространство Ирины. Ирина светлая, чистая, священная душа, и никто не имеет права вторгаться в ее личное пространство. я вижу, как это черное колесо, какое-то вот с такими вот этот символ, который превратился уже в черное, она Мгм. снимает, ему отдает, а он как-то вот так стоит, вот так. И вот эти какие-то руны, они выглядят как пирамиды, как будто бы из какого-то сделаны такого металла, как арматура. И он как будто бы расставил их. Выглядит это вот так. Где Европа, Мгм. Восточная Европа. Ну, начинается Западная Европа. Там есть черное очень место. Я слышу Черногория. Черное место. Там одна пирамида стоит. Вторая чуть-чуть выше. И я вижу, что это вот так вот тянет. И вся Сибирь, вот там, где Сибирь,
оно вот так скукожилось, почернело и выглядит так, считывается, как вот этот скорпион, который загибает хвост. Мгм. И на конце этого головы этого, то есть этот хвост, как голова скорпиона, он направлен на эту большую пирамиду, которая находится в Черногории. Мгм. Что это за пирамида, как она считывается? Когда я смотрю, оно сверху выглядит как черная пирамида, внутри как каркас, как будто металлический из арматуры, Мгм. а внутри Илья с Моной. Мгм. Что Они они почему-то, делают? они считываются как как-то властители порядка, нового мирового порядка. Да ты шо? Мгм. Круто, да ты что? Ясненько. Почему мне интересно, что это так Сибирь, вот эта вся за Уралом, вот эта вся оно все вот так почернело и тянется. Когда я смотрю на эти черные энергии, я слышу убийства, массовые убийства. Это было что-то на физическом плане или это только на эфирном плане так считывается? Нет, это на физике я увидела, как война. А какое отношение они имеют к войне? Да, какое отношение они Я имеют к слышу, войне? призывают. Они призывают силы дьявола для убийства. Так и звучит. Граждан РФ. Они вдохновляют. Вот оно что. Каким образом Ирина связана с этим? Она связана магическими ритуалами, которые она проводила. И таким образом они собирают этот эгрегор и провоцируют ответственность. То есть это коллективная ответственность. Каждый, кто находится в этих эгрегориальных системах, он тоже ответственный за а, убийство. У нее это было, как она признавала, внутренняя карма за убийство ребенка, Мгм. то есть убийство, плюс магичила, плюс обращалась к нему, а он собирает, собиратель вот этих, он собирает, потому что идет сейчас собирательство, ну, э, по-украински слышу жнива, то есть Покос, как это? Мгм. собирается урожай. То Урожай. есть Мгм. а, божественная вселенная собирает урожай сияющих светлых душ для жизни, Мгм. а дьявол тоже собирает урожай на убийство, чтобы эти души ушли вот туда, в тот портал. Да чё ж Прос- там она там это пырскает, приказывая все Так, забирать. Что-то приказывай, разошлась тут. приказывай ей забирать ее. Пусть Ирина приказывает забирать Илье и Моне все их воздействия с ее пространства. Она давным-давно отменила. И пусть еще раз, если хочет, отменит все свои решения заниматься этими практиками цельнозора, этот символ рисовать и все, что она делала, связанное с этим. Вот, пусть забирают все их воздействие, всю их магию, всю их колдовство. Пусть она призывает на них карму, отказывается принимать на себя карму за их магию. И пусть они отдают Ирине все то, что принадлежит ей по праву. Все ее Я вижу, чистую что энергию. она буквально вылазит вся мокрая, как будто бы вот лицо Ирины, как будто бы она такая то ли человек, то ли муха вылазит. То есть вот Мгм. эти в каком-то измерении. Я ей передаю, чтобы она отменила любое решение соприкасаться с любой магией, ходить к гадалкам, делать ритуалы. И это зеркало черное разбилось. Оно разбилось и ушло.
Она сняла эту черную, ну как колесо вот такое какое-то с колючками, с такими. Мгм. И снимает тоже эту пирамиду. Мгм. А под этой пирамидой уже, там, где Амона с Ильей, Мгм. там тоже этот ребеночек был. Это Мгм. ее ребеночек. Я вижу, что это работает таким образом, что они собирают вот эти колдуны эзотерические, да, они собирают силу именно не позитивную, а негативную, как доказательство того, что человек нечист, что он достойный быть уничтоженным. Именно они, каждый, кто приходит к ним, они притягиваются к Илье, к Моне этими негативными своими какими-то программами, чувствами и так дальше. То есть они собирают самое худшее. Я ей передаю Ирине, чтобы она превратила всю тьму в ее пространстве в свет, Да. отсоединилась от всех, приказала очистить ее пространство, все пусть очищает. Я вижу, она просыпается. Я ей передаю, чтобы она эту негативную энергию всю превратила в свет, приказывала Илье. Если она хочет забирать все чипы, импланты, подключки, это ее жизнь, она имеет право быть плохой, никто не имеет права вообще к ней прикасаться и ставить ей в какую-то претензию. Она хочет быть плохой, хочет быть хорошей, никого это не касается. Да, пусть она это сделает. Пусть выталкивает также все импланты, все чужеродное из ее личного пространства и наполняется энергией любви, гармонии, процветания, долголетия, здоровья, достатка, изобилия и Она поднимается снова повыше. разбивает это, уже не черное это зеркало, а такое другое. Она его разбивает и говорит, я сигнал, говорит, я сигнал к уничтожению зла. И вот эти противные энергии, все вот так от этого черного зеркала, все уходит. Я ей передаю, чтобы она очищала все ее пространство, выталкивала своим собственным светом, распространяла свет на все ее пространство, все, что касается ее рука, ее разум, и все превращала в свет, а все, что не превращается в свет, пусть сотрет со всех информационных полей, и Да, все блокирующие программы, а также считывающие программы. Вот с нее вышел, это все как уходит, а внутри такой как проводочек с таким глазиком. И он смотрит на меня, я ей передаю, чтобы она все эти программы считывающие, и мы тоже да. запрещаем Запрещаем им считывать нашим наше светлое священным. эфирное ДНК и распространяем любовь, свет и гармонию. Такие программы, они не могут существовать в чистом светлом пространстве. Когда ты сказала, то я как далась светом и как ляпнула этим светом, и оно и туда все в портал, все счищаем, все наполняемся светом. И сейчас я смотрю на Ирину, и ее вот это правое крыло, оно так Мгм. раз опускается. Я ей передаю, и вот она машет крыльями, поднимается вверх, чтобы она полностью очищала все ее пространство. Да, пусть полностью очищает все личное пространство, Так, все, что... восстанавливает работу ее энергосистем всех, Мгм. приводит свое физическое и эфирное тело в соответствии с эфирным эталоном ДНК своим, Да. ее. Спроси у нее, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Говорит, я еще приду. Ну, я подумала что-то, но не скажу. Как выглядит сейчас ее эфирное тело? Ей еще нужно поработать, но намного лучше. Я ей передаю, что это, почему она не хочет это, оно, знаешь, такое как стеклянные, ну, такие вязкие энергии. Мгм. Что Пусть это? она просто их, я слышу привязка ко лжи.
Пусть она, если хочет, убирает эту привязку сейчас из своего пространства, своим теперешним сознанием. Да, я вижу, как вот эта программа, как муха, как будто бы ползет. Она Мгм. уходит, Так? и Ирина что-то как пишет огромным таким росчерком пера. Что она пишет? Какой-то договор о союзе. Говорит добра и зла. Так. Между магией и... То есть есть какой-то контракт, который она еще не расторгла? Давай пусть она напишет еще аспекты. Мы где-то через недельку встретимся. Мгм. Ну хорошо. Отсоединяйся тогда от этой ситуации. Я ей снова Подним- передаю информацию, что все контракты – это ее выбор, и она в любой момент может расторгнуть все контракты. Оно, знаешь, как считывается? Как? Знаешь, как хочется и колется. То есть одной рукой даешь, другой забираешь. То есть нет уверенности, вот постоянно идет такое, что она не уверена в своей силе. А это, ну, выработать нужно на уровне физическом. Мгм. Да, хорошо. Она благодарит нас. Мгм. Хорошо. Чистим наше личное пространство, каждый И свое, общее, да. и общее, и поднимаемся максимально вверх, наполняемся энергиями любви, жизни, Отсоединяемся от всех. отсоединяемся от всех и от всего, Мгм. поднимаемся максимально вверх, наполняемся жизнью, гармонией, светом, изобилием, достатком, всеми самыми лучшими, здоровьем. Ага. Сейчас я посчитаю от 1 до 3, и ты выйдешь на мой голос, физическую реальность, откуда я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать себя прекрасно. 1, 2, 3.